Когда мы слышим, наши уши реагируют на звуковые волны или на малейшее изменение давления воздуха. Ухо преобразует эти волны в электронные импульсы и передает их в мозг, где они трансформируются в звуки. Наши уши постоянно улавливают звуковые волны, и мы учимся, как реагировать на одни звуки и игнорировать другие. Ухо человека включает 3 отделения – наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо состоит из кожной складки с хрящом и слухового прохода, ведущего к его скрытой части. Видимая часть уха называется ушной раковиной. Она действует как приемное устройство звуковых волн, которые затем проникают в среднее ухо через слуховой проход. Звуковые волны, воспринимаемые наружным ухом, проходят внутрь и заставляют вибрировать барабанную перепонку, находящуюся на входе в среднее ухо. По своим размерам среднее ухо в 8 раз меньше наружного и представляет собой небольшую полость внутри черепа. Здесь располагается барабанная перепонка, а противоположная часть среднего уха соединена с носом узкой трубкой, которая называется Евстахиева труба. Это позволяет выравнивать давление воздуха в среднем ухе по отношению к внешней среде. Если давление изменяется, наши уши должны приспособиться к этому, что иногда вызывает шум в ушах. В полости среднего уха расположены 3 косточки, каждая из которых имеет характерную форму. Они называются молоточек, наковальня и стремечко. Отраженные барабанной перепонкой колебания воздуха проходят от молоточка к стремечку и далее через овальное окно преддверия, связывающее среднее и внутреннее ухо. Во внутреннем ухе располагается лабиринт, 3 заполненные жидкостью трубки, благодаря которым мы ощущаем уравновешенное давление. Кроме того, во внутреннем ухе имеется миниатюрная спиральная трубка, носящая название улитка, состоящая из 2 каналов и протоки. Эти каналы и протока заполнены жидкостью. В протоке также находятся крошечные волосковые сенсорные клетки, покрытые узкой мембранной пленкой. Эти клетки и мембрана составляют кортиев орган. Именно он является настоящим слуховым центром. Колебания, проходя через улитку, заставляют мембрану двигаться взад и вперед. Двигаясь, мембрана натягивает волосковые клетки, и они посылают электрические сигналы через слуховой нерв в мозг. Мозг расшифровывает сигналы и воспринимает их как звуки. Громкость – уровень энергии в звуке, измеряется в децибелах. Шепот приравнивается примерно к 15 децибелам. Шелест голосов в студенческой аудитории достигает примерно 50 децибел, а уличный шум при интенсивном дорожном движении около 90. Шумы выше 100 децибел могут быть невыносимы для уха человека. Шумы порядка 140 децибел, например, звук взлетающего реактивного самолета, могут оказаться болезненными для уха и серьезно повредить барабанную перепонку.